Отряд «Спарта» сегодня занимался утилизацией снарядов украинской армии, выпущенных по городу Инакиево. Все снаряды были собраны отрядами МЧС на мирных улицах города, вдали от линий соприкосновения. Проверив дорогу на предмет минирования, командир дает разрешение двигаться дальше. Какие применять нельзя? Вообще нельзя применять по мирным населению. Не, ну понятно. Вот это вот кассетные. Запрещены, которые, конечно. Кассетные бомбы, да. Противопехотные, они тоже, кстати, очень опасны. Вот эти фугасные. Что? Фугасные вот эти на парашютах сбрасываются. Так пух вылетает и на парашютике опускается. Сейчас здесь на полигоне будет производиться ликвидация снарядов, собранными МЧС на улицах города Инакиево. Этот город находится в 50 километрах отсюда. Свезены 152-180 миллиметровые снаряды. Также один снаряд От урагана. Собрано это все, повторюсь, на мирных улицах города. И сейчас саперы готовятся к ликвидации всего этого арсенала. Я же выгрузил с ящика. Ну это что, осколочный, что ли? Не трогай. Не трогай. Мирных улиц. С мирных улиц я вчера спрашивал у МЧС. Это мое просто. Личное. Подарок. Саперы закладывают снаряды в воронку, образованную от прошлых утилизаций подарков украинской армии. Вот это, короче, оторвет, короче, ногу. Ну, у ней чердак тоже поломает, як нахуй. Такие острые. Все такие, короче, острые становятся эти осколки. У нас есть 300 секунд на отход. Но так как снаряды могут сдетонировать досрочно, нам надо убраться побыстрее с места подрыва. Сейчас взрывается, сейчас засекаешь время. 5 минут сейчас. Давай, давай! А куда? В яму влетели, да? В яму? А, я думал, этот мост вылетел. Разлет осколков от взрыва превысил более 100 метров. И это при том, что снаряды были в яме. Легко представить, что происходит при детонации этих подарков на улице, где горожане не скрыты от поражающих элементов. Красота. Столб дыма поднялся на десятки метров. После подрыва рядом с воронкой мы нашли остатки вот этого снаряда. Козлы вонючие, видишь, детей чем убивают? Он начинен поражающими элементами, которые запрещены к применению Женевской конвенции. Но эти снаряды применяются для обстрела мирных кварталов. Вопрос о правомочности применения подобных боеприпасов остается без ответа со стороны киевских властей и наблюдателей международных организаций. Еще давно запретили, да? Да, Женевская конвенция, как положено. Андрей Филатов для Фонда помощи Новороссии, Донецк.